Всем привет! И сегодня у нас познавательное видео, которое я задумала и хотела записать уже достаточно давно. Во время работы на Мальдивах меня всегда удивляли и немного злили люди, которые, сделав кружок вокруг дайв-центра, выходили и заявляли с претензией: «У вас тут риф совсем мертвый, тут совсем нет рыбы, нечего смотреть». Конечно, мы вежливо пытались им рассказать и про глобальное выгорание кораллов, и про то, куда таки смотреть, чтобы увидеть рыб и других морских животных. Ведь Мальдивы, несмотря на все катаклизмы, все еще одно из лучших мест для дайвинга и снорклинга. Так почему же такие заявления удивляют дайвинг-инструкторов? Потому что для нашего наметанного взгляда даже самый бедный риф полон жизни и достоин внимания. Поэтому сегодня я приглашаю вас посмотреть на подводный мир моими глазами и окунуться во всех смыслах в секретную жизнь одного коралла на домашнем рифе нашего отеля. Вот наш герой. Коралловый блок, который, несомненно, был бы оценен туристами как мертвый или полумертвый. Сразу же под кораллом нас встречает достаточно крупная мурена. Этот вид мурен называется гигантским, но несмотря на размеры, они совсем не агрессивны к дайверам, позволяют снимать себя очень близко. Рядом под кораллом находим стеклянных креветок. Креветки – это падальщики. Они питаются любыми органическими остатками на дне, а могут и исполнять роль чистильщиков, объедая мертвевшие клетки из других рыб. А если стоять спокойно, могут и нас почистить. Тут же прячется множество мальков, или, как их здесь называют, бейтфиш – рыба-приманка. Все, что вы сейчас видите, это живые организмы. Пропускаем гигантскую устрицу, которую я забыла заснять, и переходим к дендронептии, разновидности мягких кораллов. Маленькая рыба-чистильщик ненадолго попадает в кадр, но, поняв, что моя камера не нуждается в очистке, быстро убегает. Горбатый луциан тоже не первый раз попадает ко мне в кадр, но позировать совсем не хочет. А это пузырьковый коралл, он тоже относится к мягким кораллам. А тут мы видим множество губок. Активный рост губок или водорослей на кораллах может быть признаком того, что в воде слишком много органических примесей, которые любят губки и водоросли, но не кораллы. Поэтому с виду живой риф может на самом деле тоже быть в опасности из-за нарушения экологического баланса. Актиния пузырчатая – надежный дом для нескольких рыб-клоунов. Этот дом обладает неплохой охранной системой. Щупальца актиний содержат в себе стрекательные клетки, которые при этом абсолютно безопасны для рыб-клоунов. Для человека они тоже не представляют большой опасности. Ожог актиний болезненный, но достаточно быстро проходит. Тут же за актинией прячется довольно крупная скорпена. А вы смогли бы ее заметить самостоятельно? Морская звезда, твердые кораллы пацеллопора и акропора и еще одна устрица.
А тут в расщелине прячутся полосатые креветки-боксеры. А это местная суперзвезда и терминатор из мира креветок – креветка-богомол или мантис-шримп. Эта креветка является серьезным хищником. Она способна легко проламывать раковины моллюсков ударом передних лап. Ее главный секрет – это скорость, которая может достигать 23 метров в секунду. Это быстрее, чем мы моргаем. А вы только посмотрите на эти удивительные глаза. Считается, что у креветок-богомолов самые сложные глаза в животном мире и самая сложная зрительная система из когда-либо обнаруженных. Иногда получается выманить креветку из норки с помощью металлической указки. Креветка будет защищать свой дом, нападая на нарушителя. Вот мы обошли наш коралл, и с обратной стороны нас ожидал сюрприз – иглобрюх, которого мы не заметили в начале из-за мурена. Иглобрюха еще называют рыбой-шар из-за его способности проглатывать воду и раздуваться, если он чувствует опасность. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на морской мир глазами дайвинг-инструктора. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые.